Глава 14. Походка силы. Суббота, 8 апреля 1962 года. «Смерть — это личность, Дон Хуан?» — спросил я, усаживаясь на крыльце. Во взгляде Дона Хуана отразилось замешательство. Он держал сумку с продуктами, которые я ему привез. Осторожно поставив ее на землю, он сел напротив меня. Я почувствовал воодушевление и объяснил, что меня интересует. Является ли смерть личностью или выглядит как некое существо, когда наблюдает за воином во время его последнего танца? «Какая разница?» — спросил Дон Хуан. Я сказал, что меня впечатлил этот образ. Поэтому мне интересно, каким образом Дон Хуан к нему пришел. Откуда он знает, что дело со смертью и последним танцем воина обстоит именно так? «Все очень просто», — ответил Дон Хуан. «Человек знание видит, и потому знает, что последний свидетель — смерть». «Ты имеешь в виду, что сам видел последний танец воина?» «Нет, человек не может быть его свидетелем, только смерть. Но я видел собственную смерть. Она наблюдала за мной, и я танцевал перед ней, как будто умирая. В конце моего танца смерть не позвала меня и не указала ни в каком направлении, а избранное место не вздрогнуло, со мной прощаясь. То есть мое время на земле еще не было исчерпано, и я не умер. Просто тогда, когда это происходило, я обладал недостаточным количеством силы, поэтому мне не дано было понять предначертаний моей смерти. И я верил в то, что умираю. Она была похожа на личность? Смешной ты человек. Полагаешь, что, задавая вопросы, сможешь все понять. Я не думаю, что это тебе удастся, но кто я такой, чтобы говорить наверняка? Смерть не похожа на личность. Скорее, это некое присутствие чего-то неопределенного. Можно выбрать разные способы говорить о ней. Можно сказать, что смерть – ничто. И в то же время смерть – это все. И то, и другое утверждение верны. Смерть становится тем, что ты хочешь в ней увидеть. Мне легко иметь дело с людьми. Поэтому для меня смерть – это личность. Кроме того, я склонен к мистификации. Поэтому смерть является мне с пустыми глазницами. Я могу смотреть сквозь них, как сквозь два окна. И в то же время они двигаются, как обычные глаза. Поэтому я могу сказать, что смерть пустыми глазницами смотрит на воина, исполняющего свой последний танец. Но все это именно так только для тебя, Дон Хуан, или для любого воина? Для любого воина, у которого есть танец силы, это именно так. И в то же время не так. Смерть становится свидетелем последнего танца воина, но каждый воин видит смерть по-своему. Она может быть чем угодно: птицей, светом, человеком, кустом, камнем, туманом или присутствием чего-то неизвестного. Образы смерти, созданные Доном Хуаном, растревожили меня. Я не мог подобрать слов для вопросов. Я даже начал заикаться. Дон Хуан с улыбкой смотрел на меня. «Ну-ну, давай», — подбодрил он. Я спросил, зависит ли то, в каком виде воин воспринимает смерть, от его воспитания. В качестве примера я привел индейцев Юма и индейцев Яки. Сам я полагал, что именно воспитанием в значительной степени определяется то, как человек видит свою смерть. «Воспитание не имеет никакого значения», — ответил он. «Все зависит от личной силы. Личность человека — это суммарный объем его личной силы, и только этим суммарным объемом определяется то, как он умирает». Что такое личная сила? Личная сила — это чувство. Что-то вроде ощущения удачи или счастья. Можно назвать ее настроением. Личная сила человека и ее накопление никак не связаны с его происхождением. Я уже говорил, что воин — это охотник за силой. И я учу тебя тому, как на нее охотиться и как ее накапливать. И ты столкнулся с общей для нас всех проблемой убежденности. Тебе необходимо твердо верить в то, что личная сила существует, что ее можно использовать и накапливать. Но убежденности в том, что все это именно так, у тебя до сих пор нет. Я сказал, что он все же своего добился, и что ему удалось убедить меня настолько,
насколько это вообще возможно. Он засмеялся. Это не та убежденность, которую я имею в виду. 2-3 раза он мягко ударил меня кулаком по плечу и со смешком добавил: «Мне не нужны твои комплименты, ты же знаешь». Я почувствовал, что должен заверить его в своей абсолютной серьезности. «Не сомневаюсь», — сказал он, — «но под убежденностью подразумевается способность к самостоятельным действиям. А для того, чтобы этого добиться, тебе предстоит еще предпринять усилия. Ты должен сделать еще очень и очень много. Ведь ты же только начал». Он немного помолчал. На лице его отразилась безмятежность. «Ты иногда до смешного напоминаешь мне меня самого», — продолжал он. «Я тоже не хотел становиться на путь воина. Я считал, что вся эта работа никому не нужна. Если нам все равно предстоит умереть, какая разница, умереть воином или не воином?» Но я ошибался. Однако к этому заключению я должен был прийти самостоятельно. Только когда человек сам убеждается в том, что не прав и что разница невообразимо огромна, тогда он убежден. И дальше может продолжать самостоятельно. И даже самостоятельно стать человеком знания. Я спросил, кого он называет человеком знания. Он ответил: того, кто должным образом неуклонно преодолевает все трудности обучения. Все. Того, кто без спешки и медлительности идет как можно дальше по пути раскрытия тайн личной силы. Потом Дон Хуан сказал, что это не тема для обсуждения. Он сказал, что единственное, чем я должен интересоваться, это накопление личной силы. «Но я не понимаю», — возразил я, — «мне действительно непонятно, к чему ты ведешь». Охота за силой — дело очень занятное и странное. Сначала идея, потом настройка, потом бац, случилось. Что случилось? Как именно? Дон Хуан встал и потянулся. Как обычно, все его суставы захрустели. «Идем», — сказал он. «Впереди далекий путь». «Но я о многом еще хочу тебя спросить», — попытался задержать его я. «Мы идем к месту силы», — сказал он, входя в дом. «Почему бы тебе не приберечь вопросы до того времени, когда мы туда придем? Там у нас, вероятно, будет возможность поговорить». Я думал, что мы поедем на машине, поэтому встал и направился к ней, но Дон Хуан позвал меня в дом и велел взять сетку с флягами. Пока я собирал сетку, он вышел и стоял, ожидая меня, на краю зарослей чапараля за домом. «Нужно торопиться», — сказал он. Мы шли на запад и около 3 часов дня добрались до отрогов гор Сьерра-Мадре. День стоял теплый, но во второй его половине задул прохладный ветер. Дон Хуан сел на камень и пригласил меня сделать то же самое. «Чем мы займемся на сей раз, Дон Хуан?» «Ты прекрасно знаешь, мы будем охотиться за силой». «Да, я знаю, но что конкретно мы будем делать?» «Ты знаешь, что я не имею ни малейшего представления. Уж не хочешь ли ты сказать, что никогда не имеешь никакого плана действий?» «Охота за силой — непонятная штука», — сказал он. «В ней не может быть никакого предварительного плана. В принципе, не может быть. И это делает ее особенно захватывающей. Но действует воин так, словно у него есть план, потому что доверяет своей личной силе. Он твердо уверен в том, что она направит его действия в правильное русло». Я отметил, что его утверждение в некотором смысле противоречиво. Если воин уже обладает личной силой, к чему ему еще на нее охотиться? Дон Хуан с притворным недоумением поднял брови. «Ты охотишься за личной силой», — объяснил он. «А я воин, который ею уже обладает. Ты спросил, есть ли у меня план, а я ответил, что доверяю своей личной силе и что она направит меня. Поэтому никакой план мне не нужен». Немного посидев молча, мы отправились дальше. Склоны были очень крутыми. Подъем давался мне с трудом. Я устал. А выносливости Дона Хуана, казалось, не было предела. Он не бежал и не торопился. Он шел ровно и неутомимо. Я заметил, что он совсем не потел. Он не вспотел даже после подъема на особенно высокий и почти отвесный склон.
Когда я взобрался наверх, он уже сидел там, ожидая меня. Я сел рядом, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. Я лег на спину, и пот буквально ручьями заструился у меня со лба. Дон Хуан рассмеялся и принялся катать меня по земле туда-сюда. Это помогло мне восстановить дыхание. Я сказал, что его тренированность буквально внушает мне благоговение. «Я все время стараюсь привлечь к ней твое внимание», — сказал он. «Ты совсем не стар, Дон Хуан». «Конечно, нет. И все время стараюсь, чтобы ты это заметил». «Как ты это делаешь?» «Я ничего не делаю. Мое тело хорошо себя чувствует только и всего. Я очень хорошо к нему отношусь, и поэтому не вижу причин чувствовать, что устал или что мне не по себе. Секрет заключается не в том, что ты с собой делаешь, а в том, чего не делаешь». Я ждал разъяснений. Он вроде бы отдавал себе отчет в моей неспособности понять это его заявление. Он улыбнулся и встал. «Это место силы», — сообщил он. «Найди площадку для стоянки на этой вершине». Я принялся протестовать. Я хотел, чтобы он объяснил, чего мне не следует делать со своим телом. Он оборвал меня повелительным жестом и мягко произнес: «Прекрати болтовню. На этот раз от тебя требуются действия. Действия, направленные на то, чтобы измениться. Так что ищи место. Неважно, сколько времени тебе на это потребуется, хоть вся ночь. Не имеет значения даже то, найдешь ты его или нет. Важно то, что ты будешь пытаться его найти». Я отложил письменные принадлежности и встал. Дон Хуан напомнил мне, как он обычно делал, когда просил найти место для отдыха, что нужно смотреть, не фокусируя глаз ни на чем и прищуриваясь так, чтобы изображение было размытым. Я начал ходить по вершине холма, просматривая землю полуприкрытыми глазами. Дон Хуан шел в 1,5-2 метрах справа от меня и на пару шагов позади. Сначала я обошел вершину по периметру, намереваясь постепенно по спирали приблизиться к ее центру. Но как только я замкнул периметр, Дон Хуан меня остановил. Он сказал, что я иду на поводу у своего пристрастия к распорядкам и программам. Он добавил, что мне, конечно, удастся систематически покрыть всю площадь вершины, но при таком тупом методе подходящего места мне не отыскать ни за что. И еще он добавил, что отлично знает, где находится это место, поэтому никакие импровизации с моей стороны не пройдут. «Как же мне быть?» — спросил я. Дон Хуан заставил меня сесть. Потом сорвал с нескольких кустов по одному листу и дал листья мне. Он сказал, что я должен лечь на спину, расстегнуть ремень и положить листья на кожу в области пупка. Он следил за каждым моим движением и велел обеими руками прижать листья к телу. Затем велел закрыть глаза, предупредив, что если я хочу получить совершенный результат, то не должен ни отпускать листья, ни открывать глаз, ни пытаться сесть, когда он приведет мое тело в положение силы. Он схватил меня за правую подмышку и резко крутнул. У меня возникло непреодолимое желание посмотреть сквозь полуприкрытые веки, но Дон Хуан прикрыл мне глаза ладонью. Он приказал мне сосредоточиться только на ощущении тепла, которое будет исходить от листьев. Я немного полежал неподвижно. От листьев начало идти странное тепло. Сначала я почувствовал его ладонями. Потом тепло растеклось по животу и в конце концов залило все тело. Через несколько минут ступни буквально горели. Все это напоминало мне случаи, когда я болел с высокой температурой. Я сообщил Дону Хуану о неприятных ощущениях и о том, что хочу снять ботинки. Он сказал, что собирается помочь мне встать и что я не должен открывать глаза до тех пор, пока он не скажет. А перестать прижимать листья к животу можно будет только после того, как я найду подходящее место. Когда я уже стоял на ногах, он прошептал мне на ухо, чтобы я открыл глаза и начинал идти, но не по какому-либо плану, а позволив силе тянуть и направлять меня. Я принялся бесцельно бродить. Жар вызывал дискомфортные ощущения.
Я решил, что у меня высокая температура, и принялся гадать, как Дону Хуану удалось этого добиться. Дон Хуан шел за мной. Вдруг он издал крик, который почти парализовал меня. Он со смехом объяснил, что резкие звуки отпугивают неприятных духов. Я прищурился и около получаса ходил туда-сюда. За это время дискомфорт сменился приятным теплом. Расхаживая вверх-вниз по холму у вершины, я ощутил легкость. Но в то же время я был несколько разочарован. Я почему-то ожидал, что обнаружу какой-либо визуальный феномен, но на периферии моего поля зрения ничего не происходило. Не было ни необычайных цветов, ни сверкания, ни темных масс. Наконец я устал бродить, прищурившись, и открыл глаза. Я стоял перед небольшим выступом из песчаника. Это был один из скальных выходов на вершине холма. Остальная поверхность была покрыта землей и утыкана редкими кустиками. Похоже, растительность здесь когда-то сгорела и еще не вполне восстановилась. По какой-то непонятной причине песчаниковый выступ показался мне красивым. Я долго стоял перед ним, а потом просто сел на него. «Хорошо, молодец», — сказал Дон Хуан, похлопав меня по плечу. Он велел мне аккуратно вытащить листья из-под одежды и положить их на камень. Как только я убрал от кожи листья, тело начало остывать. Я пощупал пульс. Он был нормальным. Дон Хуан засмеялся и, обратившись ко мне, доктор Карлос спросил, не хочу ли я посчитать и его пульс. Он сказал, что то, что я чувствовал, было силой листьев, которая меня очистила, позволив тем самым выполнить задачу. Со всей искренностью я принялся его уверять, что ничего особенного не делал, а сел на это место просто потому, что устал, и еще потому, что мне понравился цвет песчаника. Дон Хуан ничего не сказал. Он стоял в паре метров от меня. Вдруг он отпрыгнул и с невероятной ловкостью отбежал к высокому каменному гребешку поодаль от меня, по пути перемахивая через кусты. Я встревожился. Что случилось? Следи, в каком направлении ветер понесет твои листья, а сейчас быстро их пересчитай и половину опять прижми к животу. Ветер идет. Я насчитал 20 штук. Едва я успел засунуть 10 под рубашку, как сильный порыв ветра понес остальные на запад. Я смотрел, как они летят, скрываясь в бесформенной зеленой массе кустарника, и не мог отделаться от жуткого ощущения, что их целенаправленно сметает воля какого-то сверхъестественного существа. Вернулся Дон Хуан и сел справа от меня лицом на юг. Мы долго сидели, не произнося ни слова. Я не знал, что сказать. Я чувствовал, что измотан до крайности, и хотел закрыть глаза, но не решился. Дон Хуан, должно быть, заметил мое состояние. Он велел мне лечь, положить ладони на живот поверх листьев и попытаться почувствовать себя подвешенным на ложе из струн, которое он сделал для меня на моем избранном месте. Я закрыл глаза, и меня охватило то ощущение мира, покоя и самодостаточности, которое я испытывал тогда там, на вершине совсем другого холма. Хотелось выяснить, смогу ли я действительно ощутить, что взвешен в пространстве. Но я уснул. Я проснулся перед закатом. Сон освежил меня и восстановил силы. Дон Хуан тоже спал. Он открыл глаза одновременно со мной. Было ветрено, но холода я не чувствовал. От листьев исходило тепло, словно на животе у меня горела печка или работал какой-то электрообогреватель. Я осмотрелся. Место, выбранное мною для отдыха, находилось в небольшой ложбине. На выступе можно было сидеть, как на длинном диване, спинкой которого служила довольно высокая каменная стенка. Я обнаружил, что прежде чем лечь спать, Дон Хуан принес мои письменные принадлежности и положил мне их под голову. «Ты правильно определил место», — с улыбкой произнес он. «И произошло все именно так, как я говорил. Сила направила тебя к нему без каких-либо планомерных действий с твоей стороны». «Что это были за листья?» — спросил я. Тепло, которое от них исходило, было для меня явлением загадочным и крайне любопытным. Я спал на ветру без одеяла, без толстой одежды, и мне было хорошо и удобно.
«Просто листья», — ответил Дон Хуан. «Ты хочешь сказать, что я могу нарвать любых листьев с какого угодно куста, и их действие будет таким же?» «Нет, я не хочу сказать, что ты можешь сделать это сам. Ты не обладаешь личной силой. Но я хочу сказать, что такой эффект могут произвести любые листья в случае, если даст их тебе человек, обладающий силой. Сегодня тебе помогли не листья. Сегодня тебе помогла сила». «Твоя сила, Дон Хуан?» «Думаю, ты вправе говорить, что моя. Но на самом деле это не совсем точно. Сила не может принадлежать никому. Она никогда не бывает ни моей, ни твоей, ни чьей бы то ни было еще. Некоторые из нас умеют собирать ее и накапливать, и могут различными способами передавать другим. Видишь ли, ключевой момент в использовании накопленной силы заключается в том, что ее можно применять только для помощи кому-то другому в накоплении силы. Я спросил, означает ли это, что его сила ограничена только помощью другим. Дон Хуан терпеливо объяснил, что сам для себя он может пользоваться своей личной силой, как ему заблагорассудится, в любых делах, в любом направлении. Но когда дело доходит до прямой передачи силы другому человеку, положение изменяется. Переданная сила бесполезна, если человек, ее получивший, применяет ее для чего бы то ни было, кроме одного – поиска собственной личной силы. Чужая личная сила может быть использована только в поиске своей. Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы, продолжил Дон Хуан. Поэтому тому, кто ею не обладает, свершения человека могущественного кажутся невероятными. Обычный человек, как правило, не способен не только поверить в то, что совершает могущественный маг или человек знания, но даже просто уместить в сознание саму возможность этих свершений. Ведь для того, чтобы хотя бы как-то представить себе, что такое сила, ею нужно обладать. Именно об этом я тебе все время толкую. Но ты не понимаешь, и я об этом знаю. Ты не понимаешь не потому, что не хочешь, а потому, что не можешь. У тебя очень низкий уровень личной силы. Что же мне делать, Дон Хуан? Ничего. Действуй так, как действуешь. Живи, как живешь. Сила найдет способ к тебе пробиться. Он встал и повернулся кругом, внимательно осмотрев окрестности. Он не двигал глазами. Тело его описало полный круг, одновременно с поворотом взгляда. Дон Хуан напомнил мне фигурку святого из старинных механических часов, которая делает полный оборот одним равномерным непрерывным движением. Разинув рот, я смотрел на него в безмолвном изумлении. Он попытался скрыть улыбку, выдававшую, что он в полной мере сознает впечатление, произведенное на меня этим его маневром. «Сегодня ты будешь охотиться за силой в темноте ночи», — проговорил он и сел. «Что?» «Ночью ты отправишься в эти неизведанные холмы. Ночью они перестают быть холмами. А чем становятся? Чем-то другим. Чем-то, о чем ты не можешь даже подумать, потому что никогда не был свидетелем их существования. Что ты хочешь этим сказать, Дон Хуан? Вечно ты пугаешь меня своими мистическими разглагольствованиями». Он засмеялся и слегка пнул мою икру. «Мир — это тайна», — в очередной раз сообщил он. «И он вовсе не такой, каким ты его себе представляешь». Он на минутку словно задумался, ритмично покачивая головой, а потом улыбнулся и добавил: «Впрочем, таким, каким его рисуешь себе ты, он тоже является. Но это далеко не все. В нем присутствует еще очень и очень многое. И ты все время с этим сталкиваешься, а сегодня ночью обнаружишь кое-что новенькое». От его тона мурашки побежали по моему телу. «Что ты задумал?» — спросил я. «Я? Ничего. Все, что задумано, задумано силой, которая позволила тебе отыскать это место. Здесь все решает только сила». Дон Хуан встал и указал куда-то вдаль. Я решил, что он хочет, чтобы я встал и взглянул туда. Я попытался вскочить на ноги,
но не успел их выпрямить, Дон Хуан с огромной силой толкнул меня вниз. «Я не предлагал тебе делать то, что делаю сам», — сурово произнес он. Потом смягчился и добавил: «Тебе предстоит тяжелая ночь. Тебе потребуется вся личная сила, которую ты способен собрать. Так что сиди где сидишь и побереги себя для ночи. Я ни на что тебе не указывал, просто хотел убедиться в том, что они там есть». Потом он сказал, что все нормально, и велел сидеть спокойно и чем-нибудь заняться, потому что до наступления полной темноты еще много времени, которое я могу использовать. Например, для работы над записями. Он улыбнулся, и улыбка его меня успокоила. Мне тоже захотелось улыбнуться. «Но что мы будем делать, Дон Хуан?» Он покрутил головой с подчеркнутым недоверием. «Пиши». И повернулся ко мне спиной. Ничего другого мне не оставалось. Я работал над своими заметками, пока не стало слишком темно, чтобы писать. В течение всего времени, пока я работал, Дон Хуан сидел в одной и той же позе. Казалось, он полностью поглощен наблюдением за чем-то находившимся на западе. Но едва я прекратил писать, он повернулся ко мне и шутливо сообщил, что существует только 3 способа заставить меня заткнуться: дать чего-нибудь поесть, заставить писать или уложить спать. Он добыл из своего рюкзака небольшой сверток и развернул его с видом шамана, совершающего ритуал. В свертке было сушеное мясо. Один кусок он дал мне, второй взял сам и принялся жевать. Как бы, между прочим, он в очередной раз сообщил мне, что это мясо силы, и добавил, что в данном случае оно необходимо и мне, и ему. Я слишком сильно хотел есть для того, чтобы задуматься о возможности наличия в сушеном мясе психотропных веществ. Мы молча жевали, пока не съели все мясо. К тому времени совсем стемнело. Дон Хуан встал и потянулся. Мне он предложил сделать то же самое. Он сказал, что растягивание всего тела после сна, сидения и ходьбы – очень хорошая практика. Потом Дон Хуан подошел ко мне вплотную и прошептал в правое ухо: «Иди за мной. Держись как можно ближе. И копируй каждое мое действие». Он сказал также, что на том месте, где мы стоим, мы в безопасности, потому что оно находится как раз на границе ночи. Здесь не ночь. Он топнул по камню, на котором мы стояли. Ночь там. И он указал в темноту нас окружавшую. Потом он проверил, хорошо ли закреплена у меня на спине сетка с тыквенными флягами, и мягко объяснил, что воин всегда проверяет, все ли в порядке. Не потому, что надеется выжить в предстоящем испытании, но потому, что это неотъемлемая часть его безупречного поведения. Вместо того, чтобы принести мне облегчение, его приготовления породили во мне уверенность в приближении чего-то неотвратимо рокового. Захотелось плакать. Я был уверен, что Дон Хуан полностью осознает действие своих слов. «Верь своей личной силе», — сказал он мне на ухо. «Это единственное, что есть у человека в этом таинственном мире». Он слегка подтолкнул меня, и мы двинулись. Он шел на пару шагов впереди. Я шел следом, взглядом уткнувшись в землю. Почему-то я не решался смотреть по сторонам. Сфокусировав взгляд на земле, я почувствовал странное спокойствие. Земля меня почти загипнотизировала. Скоро Дон Хуан остановился. Он прошептал, что абсолютная тьма рядом, и что он пройдет вперед. Он о своем местоположении будет давать мне знать, имитируя крик особой маленькой совы. Он напомнил мне, что я уже знаю, его имитация этого звука начинается хрипло и к концу становится мягкой и мелодичной, как крик настоящей совы. И предупредил, чтобы я ни в коем случае не спутал его крик с другими совиными криками, потому что это смертельно опасно. К тому моменту, когда Дон Хуан закончил меня инструктировать, я был практически в панике. Я вцепился в его локоть железной хваткой. 2-3 минуты у меня ушло на то, чтобы вернуть себе дар речи. Непрерывные судороги
пробегали по мышцам живота, не давая мне внятно говорить. Спокойно и мягко Дон Хуан сказал, чтобы я взял себя в руки. Темнота — существо для меня почти полностью неизвестное, и если я не буду предельно внимателен и осторожен, она может легко меня перехитрить. Чтобы иметь с ней дело, необходимо быть совершенно спокойным. Ты должен отпустить себя. Твоя личная сила сможет слиться с силой ночи, проговорил он мне на ухо. Он еще раз повторил, что пойдет вперед, и на меня снова накатила волна иррационального страха. Но это же безумие, запротестовал я. Дон Хуан не разозлился и не проявил нетерпения. Он спокойно засмеялся и что-то сказал мне на ухо. Я не совсем понял. Дон Хуан закрыл мне рот рукой и прошептал, что воин действует так, словно знает в точности, что делает, тогда как в действительности не знает ничего. Он повторил это 3 или 4, как будто хотел, чтобы я как следует запомнил. Потом он сказал: воин безупречен, если он доверяет своей личной силе, независимо от того, мала она или огромна. Немного погодя, он спросил, все ли со мной в порядке. Я кивнул, и он шагнул во тьму, исчезнув мгновенно и совершенно беззвучно. Я попытался осмотреться. Под ногами у меня была густая растительность, я смог различить только темную массу кустов или низкорослых деревьев. Я сосредоточился на звуках, но не заметил ничего особенного. Шум ветра заглушал все звуки, кроме редких пронзительных вскрикиваний больших сов и посвистывания других птиц. Я ждал, буквально превратившись во внимание. И тут раздался хриплый длинный крик маленькой совы. Я был уверен, что кричит Дон Хуан. Звук донесся откуда-то сзади. Я развернулся и пошел в его направлении. Двигался я очень медленно, чувствуя, сколь непреодолимо препятствует мне тьма. Я шел примерно 10 минут. Вдруг прямо передо мной, как из-под земли, выросла темная масса. Я вскрикнул и упал на ягодицы. В ушах зазвенело. Испуг был так велик, что у меня перехватило дыхание. Чтобы вздохнуть, пришлось открыть рот. «Вставай», — мягко сказал Дон Хуан. «Я не хотел тебя напугать. Я просто вышел навстречу». Он сказал, что наблюдал за моей корявой походкой. Я напомнил ему хромую старую даму на грязной улице после дождя, которая брезгливо на цыпочках обходит лужи. Он, видимо, живо представил себе эту картину и рассмеялся. Затем он показал мне способ передвижения в темноте. Способ, который он называл походкой силы. Сначала он слегка склонился вперед и заставил меня потрогать его спину и колени, чтобы я понял, в каком положении находится его тело. Туловище было слегка наклонено вперед, но позвоночник оставался прямым. Ноги были чуть согнуты в коленях. Он медленно прошелся передо мной, чтобы я увидел при каждом шаге, колено его поднимается почти до груди. А затем он буквально побежал таким способом, быстро скрывшись из виду. Через секунду Дон Хуан вернулся. Я не мог понять, как ему удается бегать в темноте. Походка силы специально предназначена для того, чтобы быстро передвигаться в темноте, прошептал он мне на ухо. Он предложил мне попробовать. Я был уверен в том, что непременно сломаю себе ноги, наступив на камень или оступившись в какую-нибудь ямку. Но Дон Хуан твердил, что походка силы совершенно безопасна. Я заявил, что он, должно быть, знает каждый камень и каждую ямку на этих холмах, иначе его действия для меня непостижимы. Дон Хуан сжал ладонями мою голову и с силой прошептал: «Это ночь, и это сила». Он отпустил мою голову и мягко добавил, что ночью мир совсем не такой, как днем, и что его способность бежать во тьме никак не связана с тем, что он знает эти холмы. Он сказал, что ключ ко всему в свободном течении личной силы.
ее нужно отпустить, и тогда она сольется с силой ночи. И если это произойдет, оступиться будет уже невозможно. И он очень серьезно предложил мне задуматься на минутку о том, что происходит. Это рассеет мои сомнения. Для человека его возраста попытка бегать по этим холмам в это время суток – верный способ покончить с собой, если, конечно, его не ведет сила ночи. «Смотри», — сказал Дон Хуан, умчался куда-то в темноту и вернулся обратно. Способ его передвижения выглядел настолько необычно, что я не поверил собственным глазам. Некоторое время он словно бежал на месте. Это напомнило мне разминку спринтера перед забегом. Затем Дон Хуан велел мне бежать за ним. Я попробовал очень скованно и неловко. С предельной тщательностью я пытался высматривать место, на которое станет нога, но оценить расстояние было невозможно. Он прошептал, что нужно отрешиться от себя, отдавшись ночи, и верить той крохотной личной силе, которой я обладаю. Иначе я никогда не смогу двигаться свободно. Тьма препятствует мне только потому, что во всем, что делаю, я полагаюсь на зрение, не зная, что другой способ движения заключается в том, чтобы предоставить силе возможность вести меня. Я несколько раз попробовал, но безуспешно. Я просто не мог себя отпустить, не мог преодолеть боязнь покалечить ноги. Тогда Дон Хуан приказал мне бежать на месте, стараясь почувствовать себя так, словно я бегу, используя походку силы. Потом он сказал, что побежит вперед, а мне велел оставаться и ждать условного сигнала, крика маленькой совы, и растаял во тьме прежде, чем я успел что-либо произнести. Я закрыл глаза и принялся бежать на месте. Прошел примерно час. За это время я несколько раз бегал на месте с закрытыми глазами. Напряжение понемногу прошло, и к концу этого часа я уже чувствовал себя нормально. И тут раздался крик Дона Хуана. Я пробежал метров 5 в том направлении, откуда послышался крик, стараясь, как предлагал Дон Хуан, отрешиться от себя. Однако налетел на куст. Это происшествие мигом возродило все мои страхи и мою неуверенность. Дон Хуан ждал меня. Он немного подправил положение моего тела, заставив слегка согнуть к ладоням мизинцы, безымянные и средние пальцы и выпрямить указательные и большие. Потом он сказал, что, по его мнению, я просто индульгирую в своем чувстве собственной неполноценности, потому что отлично знаю, как бы ни была темна ночь, я увижу все наилучшим образом, если не буду ни на чем фокусировать взгляд, а просто стану смотреть в землю прямо перед собой. Бег силы аналогичен методике поиска благоприятного места в том смысле, что и то, и другое требует отрешенности и веры. При передвижении бегом силы глаза должны быть неотрывно прикованы к земле, прямо перед бегущим. Любой даже мимолетный взгляд куда-нибудь в сторону разрывает поток движения. Дон Хуан объяснил, что наклон туловища как раз и призван привести глаза в положение, удобное для того, чтобы смотреть в землю. А колени нужно поднимать высоко, чтобы шаги были очень короткими. Тогда бег безопасен. Дон Хуан предупредил, что мне предстоит спотыкаться и оступаться еще не раз. Но с практикой придет уверенность, и я смогу бегать настолько же быстро и так же легко, как днем. В течение нескольких часов я пытался копировать его движения и старался привести себя в состояние, которое он мне порекомендовал. Каким-то необъяснимым образом мне удалось добиться совершенной степени уверенности в себе. Настолько я чувствовал ничего такого, что давало бы мне основание испытывать подобные ощущения, я еще не совершал. Но тело, казалось, само знало, что ему делать. Мне, например, не были видны выступы и впадины, но тело неизменно умудрялось поставить ногу на подходящее место. Я совсем не спотыкался и не оступался, попав ногой во впадину, если не считать нескольких случаев, когда я отвлекался. Для того, чтобы неотрывно смотреть в землю перед собой, требовалось полное сосредоточение.
Как предупреждал Дон Хуан, малейшая попытка взглянуть в сторону влекла за собой нарушение потока. Дона Хуана я нашел после долгих поисков. Он сидел возле каких-то темных силуэтов. Мне показалось, что это деревья. Он подошел и сказал, что у меня хорошо получается, но пора закругляться, потому что он уже довольно долго пользуется своим криком-сигналом, и крик этот вполне могли научиться имитировать другие. Я был полностью согласен с тем, что закругляться действительно пора, потому что мои попытки измотали меня почти до бесчувствия. Я ощутил облегчение и спросил, кому может понадобиться имитировать его крик. «Мало ли кому, силам, союзникам, духам, кто знает», — ответил он шепотом. Он объяснил, что эти сущности ночи обычно издают очень мелодичные звуки. Им очень трудно изобразить хриплые человеческие голоса или скрипучие голоса птиц. Он советовал каждый раз, когда я услышу подобный звук, остановиться и вспомнить его слова, так как иногда необходимо бывает разобраться. Очень убедительным тоном он сказал, что я вполне освоил походку силы. Теперь, чтобы в совершенстве овладеть этим способом бега, мне нужен лишь небольшой толчок, который я вполне могу получить, когда мы с ним в очередной раз выберемся ночью в горы. Он похлопал меня по плечу и объявил, что он, пожалуй, готов отправиться домой. «Давай будем отсюда выбираться», — сказал он и побежал. «Эй, постой, подожди!» — диким голосом завопил я. «Давай пойдем!» Дон Хуан остановился и снял шляпу. «Вот те раз», — растерянно проговорил он. «В крутой оборот мы угодили. Я ведь не могу идти в темноте, ты ведь знаешь. Я себе все ноги переломаю, я могу только бежать». Я чувствовал, что он ехидно улыбается, хотя и не видел его лица. Доверительным тоном он добавил, что слишком стар для ходьбы. Да и мне не помешает потренироваться в беге силы. И случай как раз подходящий. И потом, если мы не воспользуемся этим бегом силы, нас просто скосят, как траву, шепнул он мне на ухо. Кто? В ночи присутствует нечто, действующее на людей, прошептал он тоном, от которого по телу моему побежали мурашки. Он сказал, что мне вовсе не обязательно за ним поспевать, поскольку он периодически будет подавать мне сигнал. 4 крика маленькой совы подряд. Так что я смогу без труда следовать за ним. Я предложил остаться среди холмов до утра и возвращаться, когда будет светло. Очень драматическим тоном он ответил, что это равносильно самоубийству. Даже если мы останемся в живых, ночь вытянет из нас личную силу, и мы попадем в какое-нибудь происшествие уже днем. «Не будем тратить времени», — сказал он с ноткой настойчивости в голосе. «Давай отсюда выбираться». Он заверил меня в том, что попытается бежать как можно тише, и, что бы ни случилось, нельзя издавать ни звука, даже дышать следует как можно тише. Потом он сказал мне, в какой стороне находится дом, и побежал довольно медленно. Он почти шел походкой силы. Но, несмотря на это, мне не удавалось за ним угнаться, и в скором времени он растворился во тьме впереди меня. Оставшись наедине с собой, я обнаружил, что сам того не замечая, набрал весьма высокий темп. Это меня поразило. Я решил попытаться как можно дольше его сохранить. Тут немного справа раздался сигнал, 4 совиных крика подряд. И еще через несколько минут я опять услышал крик совы, теперь уже немного правее. Я повернул на 45 градусов вправо и начал двигаться в новом направлении, надеясь, что остальные 3 крика этой серии позволят мне его уточнить. Новый крик раздался почти в направлении того места, откуда мы начали бежать. Я остановился и прислушался. Совсем недалеко от меня послышался резкий звук, словно ударились друг о друга 2 камня. Я напряг слух. Послышалась целая серия тихих-тихих постукиваний. Потом раздался еще один крик совы, и я понял, что имел в виду Дон Хуан, когда меня предупреждал. Этот звук был очень мелодичным. Он определенно звучал дольше и был мягче, чем настоящий крик совы. У меня возникло странное чувство испуга.
Живот сжало, как будто какая-то сила потянула меня вниз по средней части тела. Я повернулся на 180 градусов и начал полубежать, полуидти в противоположном направлении. Послышался далекий крик совы. За ним последовало еще 3. Это был Дон Хуан. Я побежал в их направлении. Судя по звуку, он находился от меня на расстоянии метров 300, не меньше. Если он будет продолжать нестись в том же темпе, я очень скоро останусь безнадежно один среди этих холмов. Мне было непонятно, почему Дон Хуан побежал впереди вместо того, чтобы кругами бегать вокруг меня, если ему так уж необходимо держать этот темп. Я обратил внимание, что слева от меня вроде бы тоже что-то двигается. Я почти видел нечто на периферии своего зрения. Я был готов удариться в панику, но в мозгу молнией мелькнула отрезвляющая мысль. Я не могу ничего видеть в темноте. Я хотел было прямо взглянуть в том направлении, но не сделал этого, опасаясь потерять набранный темп. Из размышлений меня вытряхнул крик совы, доносившийся слева. Я не повернул на него, потому что это был, вне всякого сомнения, самый приятный и мелодичный крик, какой мне доводилось когда-либо слышать. И он меня испугал. В нем было что-то призывное или даже призрачно-печальное. Потом слева направо передо мной очень быстро промелькнуло темное пятно. От неожиданности я поднял голову, оступился и с шумом налетел на какие-то кусты. Я упал на бок, и тут же в нескольких шагах слева от меня раздался мелодичный крик. Я встал, но прежде чем я успел двинуться дальше, раздался новый крик, более требовательный, чем первый, и неодолимо зовущий. Словно что-то требовало, чтобы я остановился и прислушался. Звук совиных криков был настолько протяжным и мелодичным, что все мои страхи прошли. Я уже почти остановился, как вдруг послышалась серия хриплых криков Дона Хуана. Они, казалось, были ближе, чем в первый раз. Я подпрыгнул и побежал на них. Через некоторое время слева в темноте снова появилось какое-то мелькание и пульсация. Это было нечто не столько видимое, сколько ощутимое. Но в то же время я был уверен, что воспринимаю это нечто именно глазами. Двигалось оно быстрее, чем я, и снова промелькнуло слева направо, пытаясь сбить меня с ритма и заставить оступиться. Но на этот раз я не упал, и это, как ни странно, вывело меня из состояния внутреннего равновесия. Я неожиданно разозлился, и эта неадекватность реакции повергла меня в панику. Я попытался повысить темп бега и хотел было крикнуть совой, чтобы дать Дону Хуану знать, где я нахожусь. Но, вспомнив его предупреждение относительно молчания, не решился. И тут мое внимание привлекло нечто неописуемо жуткое. Слева от меня я почувствовал что-то похожее на животное. Оно меня почти касалось. Я непроизвольно отпрыгнул и рванул вправо. Ужас буквально душил меня. Я мчался сквозь тьму без единой мысли в голове. Я просто не мог ни о чем думать. Страх охватил все мое существо, и я несся вперед со скоростью, которая в нормальном состоянии показалась бы мне немыслимой. Я чувствовал страх телом. Он действительно был телесным ощущением, не имевшим никакого отношения к моим мыслям. Это показалось мне весьма необычным. В моей жизни страх всегда строился на некоторой интеллектуальной основе и был обусловлен угрожающими социальными ситуациями или опасным для меня поведением людей. На этот раз, однако, страх имел совершенно новые свойства. Причина его относилась к неизвестной мне части мира, и возникал он, соответственно, в неизвестной мне части моего существа. Я услышал крик совы очень близко и немного слева. Точно его тона я не расслышал, но мне показалось, что это Дон Хуан. Крик не был мелодичным. Я побежал медленнее. Еще крик с хриплым звуком. Дон Хуан. Я побежал на звук немного быстрее. Третий крик раздался совсем рядом. Я различал перед собой темный массив то ли камней, то ли деревьев. Еще один крик. Я решил, что Дон Хуан ждет меня, потому что мы находимся уже за пределами опасной зоны.
Я подбежал почти вплотную к темной массе, как вдруг кровь застыла у меня в жилах, и я буквально прирос к месту. Пятый крик. Я изо всех сил вглядывался в темную массу. Вдруг слева что-то зашуршало. Я повернулся и вовремя успел заметить какой-то темный предмет, который катился или скользил сбоку. Я отскочил. Раздалось чмоканье, словно кто-то пошлепал влажными губами. А потом от темного массива, то ли деревьев, то ли скал, отделилось что-то большое, черное и прямоугольное, похожее на 3-метровой высоты дверной проем. От неожиданности я вскрикнул. В течение секунды мой испуг был безграничным. Но потом я вдруг обнаружил в себе жуткую мистическую невозмутимость и абсолютное спокойствие. Я созерцал черный прямоугольник. Насколько я мог отдавать себе отчет в своих реакциях, они были чем-то совершенно для меня новым. Что-то во мне тянуло меня к черному объекту, а что-то, наоборот, отчаянно сопротивлялось. Было так, словно я хочу подойти поближе и как следует разобраться, и в то же время, истерически вопя, уносить ноги, куда глаза глядят. Я едва разобрал совиные крики Дона Хуана. Казалось, он кричит где-то совсем близко и как-то странно. Крики были продолжительнее и грубее, чем раньше. Словно Дон Хуан бежал мне навстречу. Неожиданно для самого себя я вдруг обрел самоконтроль. Некоторое время я бежал в точности так, как предписывал Дон Хуан. «Дон Хуан!» — выкрикнул я, налетев на него. Он ладонью прикрыл мне рот и знаком велел бежать за ним. Мы двигались в среднем темпе и вскоре прибежали на тот выступ из песчаника, от которого стартовали. Примерно час мы молча сидели на выступе. Начало светать. Открыв тыквенные фляги с провизией, мы поели. Дон Хуан сказал, что нам необходимо оставаться здесь до полудня, но ни в коем случае не спать. Лучше всего сидеть, как ни в чем не бывало, и разговаривать. Он попросил меня подробно рассказать обо всем, что со мной происходило после того, как он от меня убежал. Когда я закончил, он долго молчал. Казалось, он глубоко ушел в свои мысли. «Дело плохо», — проговорил он наконец. «Все, что произошло с тобой этой ночью, очень серьезно. Настолько серьезно, что тебе больше нельзя в одиночку ходить по ночам. Отныне сущности ночи не оставят тебя в покое». «А что именно произошло со мной, Дон Хуан?» «Ты столкнулся с некоторыми сущностями, обитающими в этом мире. Сущности этого типа могут воздействовать на людей и, как правило, не упускают возможности этим заняться. Ты о них ничего не знаешь, потому что никогда раньше с ними не сталкивался. Было бы правильнее назвать их сущностями гор, поскольку по большому счету они не относятся к ночи. Я называю их сущностями ночи лишь потому, что в темноте их легче воспринимать. Однако днем нам сложнее почувствовать их присутствие, так как дневной мир нам хорошо знаком, и в нем воспринимается преимущественно то, что мы хорошо знаем. Ночью же все одинаково странно, и нет ничего, что имело бы предпочтение в плане восприятия. Поэтому мы восприимчивы к незнакомым аспектам мира и, в частности, к сущностям. Они реальны, Дон Хуан? Разумеется. Они настолько реальны, что обычно при встрече с ними человек погибает. Особенно тот, кто решился отправиться в дикие места, не имея личной силы. Но если ты знал, что они так опасны, почему же ты оставил меня одного? Существует один способ учиться – реальное действие. Праздные разговоры о силе бесполезны. С их помощью можно лишь призвать силу. Но только тогда, когда ты станешь на путь самостоятельного действия, ты действительно узнаешь, что такое сила. Ощутишь ее в полной мере. Причем действие это должно быть полноценным, со всем, что ему присуще. Путь к знанию и силе очень труден и очень долг. Ты, наверное, заметил, что до сегодняшней ночи я тебя одного во тьму не отпускал. У тебя для этого не было силы. Теперь ты обладаешь достаточной силой для того, чтобы провести неплохую битву, но выстоять во тьме до конца
ты в одиночку не сможешь. А если я попытаюсь? Ты умрешь. Сущности ночи раздавят тебя как клопа. Получается, что мне теперь нельзя проводить ночь в одиночестве. В собственной постели сколько угодно, но не в горах. А на равнинах? Это касается только диких мест, где совсем нет людей и в особенности диких мест высоко в горах. Естественные места обитания сущности ночи – скалы и ущелья. Поэтому с сегодняшнего дня тебе нельзя в одиночку ходить в горы, до тех пор, пока не накопишь достаточно личной силы. Но как мне накопить личную силу? Ты накопишь ее, если будешь жить так, как я советую. Мало-помалу ты заткнешь дыры и подберешь хвосты. Причем тебе не придется делать для этого что-то особенное. Сила всегда находит путь сама. Возьми, к примеру, меня. Когда я начал учиться, я не знал, что встал на путь воина, и понятия не имел о том, что накапливаю силу. Подобно тебе, я считал, что ничего особенного не делаю. Но это было не так. Сила имеет одно любопытное свойство. Ее не замечаешь, когда она накапливается, и накапливается она незаметно. Я попросил объяснить, почему он решил, что мне опасно оставаться в темноте одному. Сущности ночи двигались слева от тебя. Это значит, что они старались слиться с твоей смертью. Особенно опасна та дверь, которую ты видел. Это отверстие, ты знаешь. И оно втягивало бы тебя до тех пор, пока бы ты в него не вошел. И это было бы твоим концом. Как можно корректнее я заметил, что разные непонятные вещи случаются со мной только в его присутствии. И это мне странно, ведь я много раз в своей жизни проводил ночи в диких местах, в том числе в горах. И никогда ничего подобного не происходило. Все было тихо, спокойно и вполне в рамках объяснимых событий. Ни теней, ни мистических звуков. Действительно, меня ничто никогда в таких случаях не пугало. Дон Хуан мягко усмехнулся и сказал, что это служит лишь подтверждением его большой личной силы, которая позволяет ему призывать на помощь массу различных вещей. Уж не намекает ли он на то, что позвал кого-то из знакомых людей в качестве помощников? Дон Хуан вроде бы угадал ход моих мыслей, громко рассмеялся и сказал: «Не ломай себе голову. Мои слова не имеют для тебя никакого смысла. Все по той же причине, у тебя слишком мало личной силы. Но больше, чем было в самом начале. Поэтому с тобой начали случаться разные вещи. У тебя уже была очень мощная встреча с туманом и молнией. И неважно, понимаешь ты, что именно происходило тогда с тобой или нет. Важно то, что это запечатлелось в твоей памяти. Мост и все, что ты видел в ту ночь, непременно явится тебе еще раз, когда у тебя будет достаточно личной силы. Дон Хуан, а какова будет цель такого поворота? Не знаю. Я не ты. Это вопрос, на который кроме тебя не ответит никто. А мы с тобой очень разные. Кстати, именно по этой причине сегодня ночью я оставил тебя одного, хоть знал, что это смертельно опасно. Ты должен был сам испытать себя, узнать, насколько ты способен выдержать встречу с сущностями ночи, действуя так, как свойственно действовать именно тебе. И крик совы я выбрал в качестве сигнала как раз потому, что совы являются вестниками сущности ночи, и криком совы пользуются для выманивания этих существ. Этой ночью они стали для тебя опасными вовсе не потому, что они зловредны по природе. Они не зловредны и не добры, они никакие. Просто ты не был безупречен. Ты оказываешь мне снисхождение, ты потакаешь мне, ладно, мол, сделаю, как он хочет. И ты всю жизнь был точно так же снисходителен ко всем подряд. А это автоматически ставило тебя выше других. Но тебе отлично известно, что так не бывает. Ты всего лишь человек, и жизнь твоя слишком коротка для того, чтобы охватить все чудеса и весь ужас этого изумительного непостижимого мира. Поэтому снисходительность твоя дешевая, она делает тебя мелким и никчемным. Мне хотелось протестовать.
Дон Хуан опять попал в точку, как это было уже десятки раз. На какое-то время я даже разозлился. Но потом необходимость записывать отвлекла меня, и, как это обычно бывало, я успокоился. «Однако мне кажется известно, как тебя от этого избавить», продолжил Дон Хуан после длинной паузы. «Я думаю, даже ты согласишься с тем, что это единственный способ, если вспомнишь сегодняшнюю ночь. Ты побежал хорошо и быстро, как бежал бы только настоящий маг, только когда запахло жареным, когда противник сделался невыносимым, и ты почувствовал, что это вполне серьезно. Это известно нам обоим. Тут уж ничего не попишешь. Думаю, я нашел тебе достойного противника». «Дон Хуан, что ты собираешься со мной делать?» Вместо ответа он встал и потянулся всем телом, растянув буквально каждую мышцу. Мне он велел сделать то же самое. В течение дня нужно многократно растягивать все мышцы. Чем чаще, тем лучше. Но только после достаточно продолжительных периодов непрерывной работы либо довольно длительного покоя или отдыха. «Дон Хуан, что это за противник?» — не унимался я. «К несчастью, только наши ближние могут стать достойными противниками. Да, только люди. Другие существа не обладают собственной волей, поэтому, чтобы с ними столкнуться, необходимо идти и цеплять их, выманивать, а люди, наоборот, неотступны и безжалостны». Он замолчал, а потом отрывисто проговорил. «Ладно, похоже, мы достаточно потолковали. Прежде чем уйти отсюда, тебе необходимо сделать еще одно, последнее. Сейчас я кое-что расскажу тебе, чтобы ты уяснил, почему и для чего находишься здесь. Заметь, ты все время приезжаешь ко мне. Что бы ни случилось, как бы я тебя в очередной раз не обидел, ты возвращаешься. Причина предельно проста. При каждой нашей встрече твое тело учится определенным вещам, даже вопреки твоему желанию. Так было с самого начала. И теперь твое тело постоянно нуждается в освоении новых и новых знаний, и каждый раз требует возвращения ко мне. Скажем так, твое тело знает, что его смерть неизбежна, хотя ты об этом никогда не задумываешься. И я рассказал твоему телу, что моя смерть также неизбежна, и что прежде чем я умру, я хотел бы показать ему кое-что такое, чего сам ты дать ему не можешь. Ну, например, твоему телу нужен испуг. Ему нравится пугаться. Твоему телу нужна тьма, и ему нужен вечер. Теперь оно узнало походку силы и ждет не дождется случая, как следует испытать этот способ передвижения. То есть твое тело возвращается меня навестить, потому что я его друг». Дон Хуан молчал довольно долго, словно собираясь с мыслями. «Я говорил тебе, секрет сильного тела не в том, что ты делаешь, а в том, чего не делаешь», — проговорил он наконец. «И теперь пришло время не делать то, что ты привык делать. Так что до нашего ухода сиди здесь и не делай». «Я не понимаю, Дон Хуан». Он забрал у меня блокнот, аккуратно закрыл его и перетянул резинкой, а потом запустил его, как диск, куда-то в колючке. Блокнот скрылся в кустах. Я был в шоке и начал было возмущаться, но он закрыл мне рот ладонью. Потом указал на большой густой куст и велел сосредоточиться на нем. Но не на самих листьях, а на их тенях. Он сказал, что бег во тьме не обязательно должен быть действием гонимого страхом человека. Это может быть самая естественная реакция ликующего тела, которому ведомо искусство неделания. Снова и снова Дон Хуан шептал мне в правое ухо: «Не делать то, что ты хорошо умеешь делать. Ключ к силе. Ты знаешь, как делать то, что умеешь делать. И это нужно не делать». В случае созерцания дерева я знал, что смотреть нужно на листья, и, естественно, немедленно фокусировал на них взгляд. При этом тени и промежутки между листвой никогда меня не интересовали.
Последнее, что сказал Дон Хуан, была инструкция начать созерцать тени от листьев на одной ветке и постепенно перейти к такого рода созерцанию всего дерева, не давая глазам возвратиться в привычный для них режим созерцания листьев. Первый сознательный шаг в накоплении личной силы – позволить телу не делать. Наверное, причиной послужили моя усталость и нервное перевозбуждение. Но я настолько погрузился в созерцание теней, что к тому моменту, когда Дон Хуан поднялся на ноги, я мог формировать тени в зрительно воспринимаемые массивы настолько же свободно, насколько обычно в массивы формируется листва. Эффект был поразительный. Я сказал Дону Хуану, что хочу посидеть так еще. Он засмеялся и похлопал по моей шляпе. Я же говорил, тело любит такие штучки. Потом он велел мне позволить накопленной за время созерцания силе вывести меня к блокноту и легонько подтолкнул меня к чаппаралю. Некоторое время я шел бездумно и бесцельно, а потом обнаружил, что стою перед блокнотом. Я решил, что подсознательно запомнил направление, в котором Дон Хуан его метнул. Дон Хуан объяснил случившееся иначе. Он сказал, что я вышел прямо на блокнот, потому что мое тело в течение нескольких часов пребывало погруженным в неделание.